Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и хороших вам урожаев при благодатной погоде, урожаев овощей, а также зеленушки. И сегодня у нас видео очень интересное. 16 июня 2022 года вечером мы сеяли и укроп, и петрушку, замачивали, как всегда, в перекиси водорода. И вот немножечко оставили для того, чтобы посеять еще петрушку в отдельном вазоне, красивый вазон, для того, чтобы, так как несколько лет назад у нас была и рассада, можно так рассаду выращивать, а также, чтобы к новогодним праздникам была свежая, хрустящая, ароматная петрушка в доме или на кухне, на веранде и радовала своей зеленью. Давайте покажем и расскажем вам, как мы это делаем. Смотрите, пожалуйста. Думаю, что вам будет интересно и полезно это. Для того, чтобы мы имели зимой в теплице, а можно даже на веранду где-то занести кому-то. Петрушка любит прохладу, так что ей даже очень хорошо на какой-то веранде будет жить. Так вот, я беру вот такую посудину. У меня эта посуда на 7 литров. Красиво, смотрите, даже будет очень красиво. Здесь есть небольшое отверстие, через которое лишняя вода будет вытекать. Теперь мне нужна зерновая земля. Вот хорошая у меня в саду, как раз черная такая хорошая. Песок мне нужен. И нужны, конечно же, для дренажа вот эти кусочки. В первую очередь использую вот это полистирол для того, чтобы вот был очень хороший дренаж. Вот так вот заложили. Ну а теперь смешаю. Сюда добавлю немного песка. Вот так. И перемешаю с этой зерновой земелькой. Ой. Вот. Она любит. Петрушка, чтобы была земля такая рыхлая. И в то же время здесь и песочек. Все здесь есть. Питательные вещества. Будем что-то делать для подкормки. Это у нас отдельная тема. А для начала вот мы сегодня будем сеять. Посеем вот семена петрушки. И теперь можно сюда отправлять вот таким образом всю эту. Она влажная у нас земелька, но все равно мы сейчас будем ее и поливать. Немножечко уплотняем земельку. Сейчас покажу, до каких краев нужно насыпать землю. Главное, чтобы мы не до верха засыпали, а мы еще же будем делать маленький парничок сверху. Поэтому вот это важная задача. И рассаду, я вот так рассаду выращивала. Я сейчас вам покажу, как это было. Вот, теперь поливаем водичкой. Теплая вода. И нужно обязательно тоже полить. Вот так. Сейчас вода впитается. Выровнять, чтобы равномерно все у нас было. Вот. Ну и у нас есть петрушка, замоченная в перекиси водорода. То мы высели, это осталось. И я вот это все сейчас, петрушку, когда водичка впитается, мы сейчас поможем, чтобы быстрее этот процесс был. Уплотнится земелька, и тогда можно будет сеять. И вот от верха где-то сантиметра 3 оставляю, не заполняю вот эту емкость. Ну, мы подождем, пока у нас этот процесс завершится, чтобы не терять ваше время. Пока остановим камеру. Почти весь вот этот, вся влага ушла в землю. Я сейчас еще выровняю вот этим грунтом чистым. Выровняю всю площадочку, чтобы удобнее было. И теперь так называемый посев. Не переживаю, что где-то много будет. Почему? Потому что я еще буду
делать рассаду. И вот таким образом я по всему сейчас периметру все эти семена вот так вот отправим в земельку. Ну, нам надо сверху сантиметр где-то вот этого всего сверху накрыть. И я здесь использую с песочком земельку. Можно сам песок. Вот сверху я еще сейчас и песочка добавлю. У нас речной песок. Обязательно не соленый должен быть, а речной песочек. Я его просеяла. Вот, полсантиметра точно есть. Вот. Все, теперь нормально. Обязательно вот так вот прижимаю всегда семена, для того, чтобы не было вот этой пустотки. Ну, у нас хорошая земелька. Мы ее сейчас отправим в ведро. А мне нужен вот этот пакет. Причем я беру старый пакет. Видите, какой он? Старый-старый, для того, чтобы не было сильных прямых лучей солнца. И завязываю. И принцип тот же выращивания рассады, что мы используем для выращивания рассады томатов, баклажанов, любой рассады. Мне вот так здесь замешу. И вот эту вазу с будущей петрушкой мы установим в тени, чтобы сюда не жарило солнце. У нас еще неделю будет такая более-менее комфортная погода, а потом у нас появятся сильные жаркие дни. Поэтому нужно приоткрывать, пускать воздух, как обычно мы делаем с рассадой, до момента всходов. Но мы, конечно же, вам все покажем, как это произойдет. Но сам принцип вот такой. Можно себе вот в любой вазе побольше. Здесь можно будет часть оставить, и у вас будет потом петрушечка уже к зиме. Зимой можно будет допоздна, до морозов иметь, и потом занести зимой где-то в теплое, но не жаркое место, и тоже все время использовать зеленушку. Корни будут себе нарастать, подкормочку будем делать, и даже будет очень красиво вот этой вазе. Раиса Греченко, Александр Волик показали, как мы выращиваем еще петрушку через рассаду. Потому что если у вас нет времени, нет возможности, допустим, рядок накрывать агроволокном, можно вот таким образом. С помощью рассады петрушка рассадой прекрасно получается. Проверили уже несколько лет. Укроп, да, укроп, конечно, надо сразу сеять. Он не любит пересадку. А петрушка даже очень хорошо пересаживается, рассадой выращивается. Можно рассаду потом даже в стаканчике еще отдельно и высаживать потом, как рассаду перевалку делать. И получится очень хороший урожай петрушки. Витамины зелени, очень полезного овоща, так называемого. Зеленушка, зеленая культура. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Используйте ближайшие дни, а ближайшие дни это 19 и 20 июня в знаке рыбы. Это 2022 год, потому что вы знаете, что будет потом смотреть в другие годы. В этот период очень хорошо тоже в знаке стихии воды заниматься посевами, и получается хороший результат. У вас еще есть время для подготовки водолея завтра, послезавтра, 17-18, ну а 19-20 завершите посевы зеленых культур на какой-то снова же период, потому что мы и укроп сеем сейчас, и петрушку, для того, чтобы зеленушка была как можно дольше, свежая, сочная и ароматная. Всего вам самого доброго, мира и добра, благодатной погоды, хороших урожаев, зеленых культур. Пока-пока.